Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня в нашем меню классический рецепт. Будем готовить котлеты по-киевски. Это очень вкусные, сочные и ароматные котлеты, которые, в отличие от традиционных, готовятся не из мясного фарша, а из натурального отбитого куриного филе. Я покажу вам пошагово, как приготовить такие котлеты в домашних условиях, чтобы у них получилась золотистая хрустящая корочка, нежная мякоть и при этом сочная ароматная начинка осталась внутри котлет, а не вытекла в процессе приготовления. Несмотря на то, что это блюдо приводит в восторг любого гурмана, многие боятся самостоятельно готовить котлеты по-киевски. Дело в том, что существуют определенные тонкости их приготовления, о которых я сегодня подробно расскажу и все наглядно покажу. Досмотрев видео до конца, вы узнаете все секреты приготовления этого ресторанного блюда, которое сможете самостоятельно воплотить у себя на кухне, и я уверена, что у вас обязательно все получится. Итак, приступим. Для начала приготовим начинку для наших котлет – ароматное зеленое масло. Сливочное масло хорошего качества заранее достаем из холодильника и оставляем на кухне, чтобы оно стало мягким. Зелень укропа и петрушки, которые я предварительно помыла и обсушила, измельчаем как можно мельче. Высыпаем нарезанную зелень к мягкому маслу, добавляем по вкусу соль и чайную ложку лимонного сока. В зависимости от предпочтений повара в масло можно добавить лимонную цедру или измельченный чеснок. Все хорошо смешиваем до тех пор, пока лимонный сок соединится с маслом. Готовую смесь перекладываем на пищевую пленку или в полиэтиленовый пакет, формируя масляную колбаску. И убираем в морозильную камеру до полного застывания. Как правило, полчаса вполне достаточно. А тем временем займемся подготовкой куриного филе. В идеале из одного филе куриной грудки готовится одна котлета по-киевски. Так было в советские времена, когда цыплята были маленькие. Сейчас все изменилось. В магазинах продаются цыплята-бройлеры. И если приготовить котлету из такого большого филе, то она будет просто огромная. Поэтому из каждого филе я приготовлю 2 котлеты. Классические котлеты по-киевски готовятся на косточке. А для того, чтобы правильно вырезать филе для этих котлет, нам понадобится целая курица. И сегодня я покажу оба варианта приготовления котлет. Как на косточке, так и без нее. Хорошо промытую и обсушенную курицу укладываем на спинку и делаем глубокий надрез вдоль килевой кости с одной стороны. Снимаем кожу, чтобы она нам не мешала, и подрезаем филе вплотную к реберным костям, доходя до плечевого сустава. А затем аккуратно отрезаем филе вместе с крылом по суставу. Вот что у нас получилось. Филе вместе с крылом. 2 крайние фаланги отрезаем и оставляем только плечевую кость. Ее еще называют крыльная, которую необходимо полностью зачистить от кожи и мяса, также удаляя часть внешнего сустава. Если все правильно сделать, не повредив сухожилие, то само филе, а впоследствии и готовую котлету можно смело держать за косточку. А сейчас для закрепления все то же самое повторим со вторым филе. Главное, чтобы при этом нож был максимально острым. Вот таким образом снимаем оба филе, а оставшаяся часть курицы в этом рецепте нам не понадобится. Снимаем кожу со второго филе. Отрезаем крыло по суставу и зачищаем плечевую кость, не забывая срезать часть внешнего сустава.
В итоге выходит, что из одной курицы получается только 2 настоящие котлеты на косточке. А это нерационально. И учитывая, что сейчас продают очень крупных кур, рецепт со временем упростился. И теперь чаще всего котлеты по-киевски готовят из обычного куриного филе, купленного в магазине. И то, и другое филе очень крупное, поэтому я сделаю из каждого по 2 котлеты. В итоге у меня получится 8 котлет, 2 из которых будут на косточке. Как известно, куриное филе состоит из 2 частей – малое и большое. Срезаем малое филе, оно понадобится нам чуть позже, а большое аккуратно разрезаем вдоль на 2 части, равные по толщине. Что касается филе на косточке, также срезаем малое филе, а большое разрезаем вдоль на 2 части. При этом получается одно филе на косточке, а второе без нее. Если будете готовить киевскую котлету из маленького цыпленка, то надрежьте филе вдоль с одной стороны, но не до конца, а затем раскройте как книжку. Филе подготовлено, и сейчас необходимо его отбить. Для этого нам понадобится пищевая пленка или, как у меня, полиэтиленовый пакет. Начнем с малого филе. Отбивать нужно гладкой стороной кухонного молоточка, чтобы не порвать нежные волокна. Существует распространенная ошибка, когда куриное мясо для киевских котлет отбивают зубчатой стороной. При этом оно рвется и получается в дырочку. И в момент обжаривания котлеты сочная масляная начинка вытекает. Вот как хорошо отбилось малое филе. Из него запросто можно приготовить полноценную котлету. А поскольку мы готовим классический рецепт, оно нам еще пригодится, но об этом чуть позже. Старайтесь отбивать филе очень аккуратно, как бы растягивая его от центра к краю по направлению волокон. Наша задача – получить ровный по толщине мясной пласт в пределах 3-4 мм. Таким же образом отбиваем большое филе. Учитывая, что у края оно тоньше, а у основания косточки гораздо толще, толстую часть нужно отбить сильнее. При необходимости периодически поднимая и разравнивая пленку. Обратите внимание, что филе отбивается только с одной стороны. Те части куриного филе, где на внешней стороне есть гладкая пленка, необходимо отбивать с внутренней стороны, не повредив целостность этой пленки, которая служит дополнительной гарантией, что сочная начинка из котлеты не вытечет. Если у вас нет молоточка с широкой гладкой поверхностью, воспользуйтесь обычной скалкой для теста, которой можно и отбить филе, и слегка его раскатать. Пока мы занимались подготовкой филе, масло полностью замерзло, и нам нужно разделить его на 8 продолговатых частей по количеству котлет. Это и будет их сочная начинка. В идеале каждый кусочек масла предварительно заворачивается в малое филе. Но поскольку таких всего 4, то каждое разрезаем пополам и оборачиваем им масляную начинку. Таким образом обернем каждый кусочек, и пока масло не начало таять, приступаем к формированию котлет. Подготовленное куриное филе необходимо посолить и поперчить.
Вдоль каждого пласта по центру выкладываем кусок холодного масла, накрытого тонкой полоской малого филе. По возможности подворачиваем края и туго скручиваем, прижимая со всех сторон и придавая котлете форму эллипса. Масло в котлете должно быть полностью закрыто куриным филе, иначе во время жарки оно будет вытекать. Таким образом формируем все котлеты. Помимо классической масляной начинки, в котлету можно добавить тертый сыр, обжаренные грибы, отварной яичный желток и даже ветчину, но это по желанию. Полуфабрикаты сформированы, и теперь отправляем их в морозилку хотя бы на полчаса, для того, чтобы масло преждевременно не растаяло, панировка лучше держалась на мясной заготовке, а сами котлеты сохранили идеальную форму. А пока котлеты охлаждаются, подготовим панировку. Для этого нам потребуется мука, яйца и хлебная крошка. Удобнее всего панировать в широкой посуде, например, в глубокой тарелке. В одну из них высыпаем муку, а в другую выбиваем яйца для приготовления льезона. В зависимости от величины котлет и размера самих яиц, в среднем понадобится пол яйца на одну котлету. Я возьму 6 штук, поскольку они не очень крупные. Слегка их присаливаем и разбалтываем вилкой. Сильно взбивать не надо. В конце перемешивания можно влить буквально столовую ложку воды или молока, но это не обязательно. Теперь займемся хлебной крошкой. В классическом рецепте котлет по-киевски панировочные сухари не используются. Нам нужна хлебная крошка, так называемая белая панировка. Часть панировки я уже приготовила, а сейчас покажу вам, как это делается. Для такой панировки необходим белый хлеб. Это может быть батон или белая несладкая булка. Лучше, если хлеб будет слегка черствый, например, вчерашний, но не сухари. Такой хлеб удобнее всего измельчать в блендере. А если у вас очень мягкий свежий хлеб, то для того, чтобы приготовить из него пушистую белую крошку, рекомендую предварительно его подморозить, а затем измельчить в блендере или натереть на крупной терке. При измельчении блендером размер крошки регулируйте самостоятельно. Вот что такое белая панировка. Она получается очень мягкая, нежная, легкая и рассыпчатая, при этом совершенно не сухая, просто идеальная для приготовления киевских котлет. А пока мы подготавливали продукты для панировки, котлеты хорошо охладились, но не замерзли, то, что нам нужно. В классическом рецепте котлеты по-киевски панируются в двойной белой панировке. Для начала панируем котлету в муке и стряхиваем излишки. Затем отправляем в яйцо, и чтобы не запанировать себе пальцы, лучше воспользоваться 2 вилками. Далее перекладываем котлету в хлебные крошки. И для качественной панировки на данном этапе очень важно не просто слегка обвалять котлету в крошках, а взять ее в руки и дополнительно прижать, как бы приклеить панировку к предыдущему слою. Затем котлету еще раз отправляем в яйцо и снова панируем в хлебных крошках, слегка прижимая их руками. Этим действием мы не только хорошо закрепляем панировку, но и задаем котлетам окончательную форму лодочки. Излишки крошек нужно хорошо стряхнуть, чтобы при обжаривании котлет в масле они не обсыпались и не горели. Это и есть двойная белая панировка. Таким же образом панируем все остальные котлеты. Чтобы легко запомнить, в какой последовательности панировать любые полуфабрикаты из мяса, птицы и рыбы, существует давно известная подсказка. Запомните ключевое слово «мясо», каждая буква которого означает порядок действий при панировке. Где буква «М» – мука, «Я» – яйцо, «С» – сухари, в нашем случае хлебная крошка, «О» – обжарка. Так вы никогда не запутаетесь и не забудете, что зачем. Но помните, что киевские котлеты панируются в двойной белой панировке. Котлеты на косточке панируются точно так же, но перед обжариванием панировку с самой косточки нужно будет удалить. А пока я панирую последнюю котлету, хочу добавить, что на этом этапе запанированные полуфабрикаты котлет по-киевски можно отправить в морозилку на длительное хранение. Я сразу обжарю котлеты и покажу вам весь процесс приготовления, а на время подготовки фритюра убираем их в холодильник, чтобы панировка слегка подсохла и масло внутри котлет не растаяло.
Устанавливаем на плиту глубокую кастрюлю, казан или сотейник и наливаем достаточное количество рафинированного масла, так, чтобы при обжаривании котлеты были полностью им покрыты. Напомню, что в целях безопасности выливать масло нужно в абсолютно сухую посуду. Нагреваем его до температуры 160-170 градусов, но если нет кухонного термометра, нужную температуру можно легко определить с помощью обычной зубочистки. Опускаем ее в масло, и если вокруг зубочистки появляются пузырьки, значит масло достигло нужной температуры. Достаем котлеты из холодильника и приступаем к обжариванию. Будьте осторожны, масло очень горячее. Опускаем котлеты во фритюр и обжариваем до золотистой корочки буквально 1-2 минуты. При этом внутри котлета остается практически сырой. Время обжаривания зависит от интенсивности нагрева, объема масла и количества одновременно обжариваемых котлет. На данном этапе наша задача получить хрустящую румяную корочку, а доводить котлеты до готовности мы будем в духовке. При обжаривании котлет на косточке не забудьте очистить ее от панировки. Таким образом мы обжарили все котлеты. Отправляем их в предварительно нагретую до 180 градусов духовку и доводим до готовности в течение 12-15 минут. Готовность котлет определяем по наличию маленьких воздушных пузырьков, появляющихся на их поверхности. Как только котлеты зашипели, это говорит о том, что жидкость внутри достигла температуры кипения, а значит нежное куриное филе полностью готово. У меня на это ушло 15 минут. На данном этапе важно не только дождаться готовности котлет, но и не передержать их, иначе они могут лопнуть и сочная начинка окажется на противне. Достаем готовые котлеты из духовки. Вот такие красивые румяные котлетки у нас получились. Они отлично держат форму, все целые и начинка не вытекла. А сейчас долгожданный момент. Давайте разрежем котлету и посмотрим, что же у нас получилось. Будьте осторожны, масло внутри очень горячее и может брызнуть. А чтобы уравновесить давление, прокалите котлету вилкой, а затем разрезайте. Наша киевская котлета получилась очень аппетитной, с хрустящей золотистой корочкой. Нежное куриное филе полностью готово, а при разрезании из котлеты вытекает ароматное масло. Именно поэтому котлеты по-киевски нужно жарить непосредственно перед подачей и подавать их к столу, как говорится, с пылу с жару. Как правило, в ресторанах такие котлеты подают на крутонах с обжаренным во фритюре картофелем и зеленым горошком. Если котлета на косточке, то на нее надевают папильотку, а как ее сделать, я вам сейчас покажу. Берем плотную салфетку или лист бумаги, отрезаем полосу шириной примерно 10 см, складываем ее вдоль пополам и со стороны сгиба делаем надрезы через каждые полсантиметра друг от друга, но не до конца. Выворачиваем бумагу в обратную сторону, чтобы папильотка получилась более объемная, и накручиваем несколько оборотов на палочку, карандаш или любой другой предмет подходящего диаметра. Количество оборотов делайте по вашему желанию. Закрепить папильотку можно тонкой полоской скотча или степлером. Вот так быстро и просто делаются эти украшения, которые позволяют скрыть оголенную кость. Но кроме эстетических целей, они также имеют практическое назначение. Играют роль ручки, за которую можно держать котлету, разделывая ее на порции, и при этом не пачкать и не обжигать руки. Итак, друзья, я рассказала и показала вам подробный пошаговый рецепт классических котлет по-киевски. Увидев весь процесс приготовления, многие скажут, что проще купить готовые. Но поверьте мне, никакие полуфабрикаты, а тем более готовые обжаренные котлеты, которые необходимо подогревать, не сравнятся с теми, что вы приготовите своими руками. Преимущество этого блюда в том, что котлеты можно приготовить заранее и хранить в морозилке в закрытой таре. За день до приготовления перекладываем их из морозилки в холодильник для разморозки, а непосредственно перед подачей обжариваем, доводим до готовности в духовке и подаем на праздничный стол. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Попробуйте самостоятельно приготовить это замечательное блюдо. Повторяйте за мной, и у вас обязательно все получится. Желаю всем приятного аппетита и
и вкусных праздников. Друзья, если это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк. Спасибо, что делитесь моими рецептами и оставляете свои комментарии. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкусных горячих блюд, в том числе и на праздничный стол. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.